Дорогие друзья, что приводит человека к богатству, к имуществу, к славе, к признанию и прочее? Его мысли, его действия, его занятия. То, как он относится к своей работе. То, какие идеи он воплощает в жизнь. Насколько он трудолюбив, трудоспособен. Насколько он целеустремленный. Насколько он ищет встречу с нужными людьми. В основном вот это все приводит человека к богатству, человека приводит к достатку, к достойной жизни. А удача – это всего лишь маленький процент. Если у человека есть удача, но у него нет трудоспособности, если у него нет трудолюбия, если у него нет таланта и идей, то навряд ли он сможет идти вперед, потому что он это время неправильно использует. Если у человека есть талант, способности, знания, но нет трудолюбия, но нет стремления, но нет желания проявить себя, навряд ли этот человек чего-то добьется в этой жизни. Потому что талант – это как бриллиант, требует огранки, требует хороших рук, знания. Если женщина обладает определенными способностями, эти способности передались от бабушек, от дедов, от предков, одним словом. Если он их не будет, то есть она, извиняюсь, от предков, да, женщина, о женщине речь. Если она их не будет развивать, если она не будет свое добавлять к знаниям предков, если она свою силу не будет развивать, чтобы приплюсовать к силе предков, то она останется на уровне обычной гадалки. А ведь ей хочется вершины, ей хочется подняться. В этой жизни невозможно подняться человеку, который не хочет ничем жертвовать, который не хочет работать много, который не хочет новые идеи воплощать в жизнь и прочее, прочее. Но иногда бывает, что у человека это все есть, но он идет с великим трудом. Помимо денег, помимо имущества, помимо удачи, мы должны просить у богов еще и дать нам напутствие, показать нам правильную дорогу, сопровождать нас, открывать перед нами те дороги и пути, которые приведут нас к желаемому, к мечте. Вот этот ритуал я хочу дарить людям, которые не просто деньги просят и получают, они просят возможности у фортуны. Я хочу подарить им для того, чтобы упразднить, чтобы сделать легче их задачу, и чтобы эта готовая вот просьба к фортуне помогала им более быстрые варианты найти решение своих проблем. Недавно я выложила у себя на канале видеоролик Евгении, где она рассказывает о фортуне. Это из Испании ролик. Она рассказывает о том, что фортуна не просто дарит и дает имущество человеку или деньги, она приводит разными путями к тому, чтобы твоя мечта сбылась. Она приводит нужных людей, она приводит нужные моменты, она тебя ведет в такой момент подходящий, чтобы ты оказалась вот то есть на том месте, на то время, когда надо. Она знает лучше, каким образом человека вытащить. Не обязательно, чтобы она спустилась и прям подарила, знаете, в золотом блюдечке вам деньги. Она может привести вас к человеку, она может устроить вам встречу с человеком, она может дать вам идею, как лучше сделать. Может мысль прийти в голову. Вы знаете, сколько раз было, когда люди просили силы, еще не зная как, но своими словами, я вам говорила всегда, что силы рядом с нами, они нас слышат. И он рассказывает, что он думал о том, как бы подняться, как заработать, как идти вперед. Ему в голову пришла вот
некая мысль. Эту идеальную мысль он воплотил в жизнь. Это был человек из Персидского залива. В данный момент это люди, которые миллиардеры. Это рассказ как бы его деда, как это случилось, когда он попросил высшую силу, как он пишет, помочь ему прокормить его 6 детей в бедные такие годы. И ему пришла идея. Он или во сне пришла, я сейчас точно не помню, но пришла такая идея гениальная, что он воплотил это в жизнь и стал одним из самых, значит, богатых людей, и его семья стала самым богатым в Персидском заливе и потом и в мире. Знаете, что именно он сделал? Он собрал разнообразные камни, морские камни, речные, там, перламутровые, какие-то камни, которые там дети продавали, находили какие-то так блистательные за бесценок. Он собрал эти все камни, сделал корзину, значит, эти камни поместил туда и отнес на рынок. И сказал, что это... Да, сделал он, по-моему, сундучок из этих плетеных вот этих штучек, я не знаю, финиковое дерево, что-то там такое. Так вот, он сделал такую красивую шкатулку, положил эти все разнообразные камни, отнес на рынок и встал. Когда у него спросили, что это, он сказал, что это сундук, приносящий удачу. И он очень красивым языком объяснил, что каждый камень взят из отдельных мест. Это из такого-то места, это из моря, это оттуда-то, это из недр земли, это еще откуда-то. И вот эти все силы, которые взяты из разных концов света, из разных мест, они усиленные энергией, силой природы, мира, мироздания, они приносят удачу и богатство человеку. И он когда так красиво объяснил, этот человек купил у него эту шкатулку. Через некоторое время, когда он стоял, продавал очередную шкатулку, то встретил этого человека, который попросил у него еще 20 таких же шкатулок за очень короткое время. Он сказал, что твой сундучок принес мне огромную удачу. Быть может, через этого человека силы хотели помочь людям поверить в себя, пойти вперед. Может, это было самовнушение, а может, это действительно он не знает того, чем ты обладал, и он мог вселить в этот сундук свою энергию, свою силу. А может, действительно, эти камни из разных мест, пропитанные энергией земли, дарили человеку богатство. Не знаю, как это объяснить, но этот человек очень срочно просил, он сказал, что его дела пошли в гору, что у него все получилось, и он хочет всем своим родственникам и друзьям подарить такие сундуки. И вот таким образом эта семья начала заниматься производством сундуков счастья или приносящий удачу, или сундук богатства. Я не помню, как называется. Естественно, они сменили дизайн. Естественно, они начали заказывать эти сундуки особенные, необычные. Естественно, камни поменялись на более красивые и дорогие. И вот это сейчас богатейшая семья Персидского залива. Поэтому, дорогие друзья, фортуна не просто приносит и на блюдечке вам дают деньги, она дает идею, она дает мысль, которая вас озолотит, которая вас выведет из трудной ситуации. Она дает вам нужного человека, нужную встречу, нужную работу. Зачем я это объясняю? Я это еще раз объясняю для людей, которые просто просят и сидят у себя дома и ждут, чтобы откуда-то оно пришло. Может, и придет, может, один раз тебе подарят, второй раз. Но ты должен учесть, что если ты просишь, ты должен искать некий источник, откуда это начнет идти тебе. В данный момент этот ритуал очень хорошо можно как бы использовать и взять на заметку людям, у которых свой бизнес, своя работа, как бы лучше это устроить, как бы лучше это сделать. Люди, которые ищут себя, не могут найти, как лучше, в чем себя воплотить. Этот ритуал вас выведет и поможет, даст идеи, нужные идеи, то, что дает людям успешным и богатым. Ведь она покровительствует успешным людям. Так вот, то, что она им дает, попросить, чтобы она точно так же помогла вам, давая вам идеи, новые какие-то мысли, которые вас выведут и помогут. Ну, еще и, почему бы нет, и встречи с нужными людьми, которые абсолютно не второстепенны. Каждый человек поднимается с кем-либо.
нужен кто-то, кто поможет тебе заниматься твоими определенными делами, поможет тебе сделать какие-то, возьмет на себя определенные работы твои и как бы облегчить твою задачу. Весьма тяжело все делать одному. Но такой человек тоже должен встретиться. Потому что не каждый человек оценит твой труд и тебя, и не каждый захочет помочь тебе и подняться с тобой вместе. Есть многие, которые захотят просто воспользоваться тобой. И как бы сделать так, чтобы эта встреча с нужным человеком произошла. Итак, читать это нужно 3 раза. Но я еще раз говорю, что я читаю не так много раз, потому что у меня и времени нет, и не хочу память засорять и загружать это все потом очень долго. Итак, называется «Дари нужное, Фортуна». Естественно, это дарю всем. Вам нужно подготовить алтарь. Вам нужны зеленые свечи. Можно 2 зеленые свечи, можно 1 свечу, не столь важно. Камни, желательно украшения положить на стол, кофе, благовония, черный алтарь. Итак, начнем. Поближе сейчас сделаю. Мать судьба, милосердная Фортуна, все в твоих руках, все даруешь ты. Ты воплощаешь в реальность мечты. Узри на меня, Великая Матерь. Ведь богато жить есть благо и честь. Пусть денег моих навеки не счесть. Покажи пути для жизни вольготной. Дай идеи и мысли, как мне богатеть. Дай нужные встречи, дай легкие пути. Как можно подняться, корону надеть и власть обрести. И золото брать, и каменья, и шелк на себя надевать. Ты знаешь все тайны, секреты, дела, что даруешь богатым и знатным земле. Все мысли и встречи и мне подари. Всем нужным, что поможет мне встать, одари. Дай легкие пути, когда славы дойти. Как богатство и власть для себя обрести. Славься, вечная Матерь, ты мне сможешь помочь, и навеки прославить тебя, твоя дочь. Да будет так. Но, естественно, если это мужчина читает, то вместо «твоя дочь» говорит «твой сын». Прочитайте это. Алтарь можете оставить до утра, можете убрать. В принципе, это особой роли не играет. Но то, что у вас очень быстро начнутся иные перемены, которые вас приведут к желаемому, это факт. Удачи вам всем.